Всем, как говорят мексиканцы на немецком языке, бонжур. Сегодня будет такая щекотливая, душещипательная и анально-разрывательная тема. Вы заметили, как я подчеркнул слово анальная? Если ты понимаешь, о чем я. Блять, я сам не понимаю, о чем я. Сину идти в рай или в ад? Или же ему идти нахуй? Я говорил, говорю и говорить буду, что всем профам хорошо и в раю, и в аду. Нужно выбрать только то, что нужно конкретно каждому человеку. Касательно убийцы, тема рая и ада достаточно сложная. Почему? Потому что выбор стороны для Сина это вот прям вот совсем вот прям сугубо индивидуальная тема. Ну, как бы она для всех индивидуальная, но с Сином немножко иначе. Вам, чтобы подобрать каждому рай или ад, нужно очень хорошо проанализировать ваш стиль игры. Причем полностью, до самых мельчайших подробностей, до всех мелочей. То есть, к примеру, если там с другими классами все попроще, там адские больше предназначены для PvP, именно скиллы я имею в виду. Райские больше для PvE, или там, к примеру, в адских идет больше упор на контроль, на уменьшение использования чи. В райских идет больше упор на хилы, дэмэдж и скиллов и так далее, то у Сина совсем по-другому все. У него и адские скиллы, и райские просто настолько разнообразные, что нету такого, что ад это PvP, рай это PvE. И зачастую даже PvP игроку и даже может лучше и в рай будет пойти. Так вот, в чем вообще мой совет вот в этом гайде? Вам нужно проанализировать свой стиль игры. Что именно? То есть, вот, допустим, я PvP игрок, но этого недостаточно. Проанализируйте скиллы, которыми вы чаще всего пользуетесь в PvP. То есть, допустим, тактику, за счет которой вы выигрываете. Может быть, вам помогает побеждать контроль и disable, да, может вы на этом специализируетесь. Вы чаще всего используете станы, слипы, всякие различные disable и так далее. И это помогает вам побеждать в PvP. Может быть, вы наоборот любите из-под тишка драться, то есть с инвиза нападать, там, чуть-чуть побить, уйти в инвиз и опять напасть. То есть вот таким образом. Может быть, это вам помогает. Может быть, вы вообще просто тупо аспи там любите ебашить. Там дали стан и чисто вот автоатакой хуярите. Вот такие моменты вам нужно проанализировать. Помимо этого, проанализируйте свои недостатки. То есть конкретно, что вам хотелось бы дополнить в вашей игре. То есть, допустим, может быть, вам не хватает вот хила, да? У Сина нет никакого там, допустим, скилла на хил. Вам не хватает своего аджора. И вам бы не помешал бы какой-нибудь хил дополнительный, помимо аптеки, естественно. И то есть вам бы хотелось увеличить аджор, чтобы больше вампиризма было. То есть в райском появляется скилл, который дает нам хил. И увеличивается там аджор и так далее. Может быть, вам это надо. Дальше, бафы. Может быть, вам не хватает времени бафа. То есть вам бы хотелось, чтобы он дольше на вас длился. Тоже, исходя из этого. Может, вам достаточно времени бафа, но вам бы хотелось его усилить, чтобы эффект от бафа был более сильным. Вот, если вот, как я говорил, вы там, допустим, специализируетесь на станах и дисейблах, да, вот вам хотелось бы увеличить время, продолжительность стана. Тоже проанализируйте. Вам бы, может, хотелось увеличить длительность стана, либо же добавить к нему какой-то там эффект или еще что-нибудь. Вот такие вот вам моменты нужно будет проанализировать в вашем стиле игры. Все до мелочей. PvP, PvE, что вам помогает побеждать в PvP, какие тактики, как вы действуете, что вы чаще всего используете, какие скиллы. То же самое и с PvE, то есть за счет чего вы живете, что вам помогает выжить там против боссов или мобов, неважно. Или наоборот, что вам помогает сильнее дамажить, и вам нужно это усилить, к примеру. Или наоборот, вы не дамажите нормально, и вам бы хотелось бы добавить свой дамаг. Или наоборот, вас убивают там боссы, мобы, и вам бы хотелось повысить свою выживаемость. Вот эти вот все моменты вам нужно очень тщательно проанализировать, возможно даже выписать себе, блядь, на листик нахуй, я не знаю. Чтобы оно у вас вот прям вот тут перед ебалом было. Все это проанализировать, выписать, и исходя из этих критериев, изучить райские скиллы и адские, конкретно какие там бонусы есть, и под этот свой список отдельно выбрать ад или рай. Вот с Сином вот такая вот карусель происходит, да. Немножко непростая, но зато вы сможете максимально выбрать под себя рай или ад. Так что изучайте своего персонажа, свой стиль игры, свою тактику, свою стратегию и выбирайте правильную сторону под себя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте репостить этот видос. Всем пока!